Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня хочу приготовить с вами очень вкусную гавайскую пиццу. Она получается необычная, очень экзотическая и потрясающе вкусная. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Итак, давайте начнем приготовление. Я подготовила 650 мл теплой воды, и нам нужно дрожжи активировать. Если вы в своих дрожжах не уверены, я вам тоже предлагаю это сделать. 2 ложечки десертные сахара, и сюда же добавляем 6 грамм сухих дрожжей. Здесь у меня на 3 средние пиццы. Если вы не хотите готовить 3 большие пиццы, под видео в описании напишу, сколько на одну пиццу. Где-то 270 мл воды и 1 чайную ложку сахара. 2 грамма сухих дрожжей. Если вы используете прессованные свежие, тогда вам нужно в 3 раза больше. И сейчас обязательно нужно либо крышечкой накрыть, хорошо все смешали, либо полотенцем. Вот я накрываю и дадим минут 10 активироваться дрожжам. Пока у нас дрожжи активируются, мы сейчас просеем муку. Муки у меня 1 килограмм. Обязательно просеиваем. Мука слеживается, комкается, насыщаем ее кислородом. Это самый лучший рецепт теста. Из этого теста вы можете готовить хлеб, чиабатту, можете готовить пирожки. Возможно, вам понадобится 100 кг муки, где-то 15 грамм соли. То есть на этот рецепт 15 грамм сахара, 15 грамм соли. Соль мы не добавляем там, где дрожжи. Все смешиваем вот так. Муку с солью. Потому что соль не дает хорошо дрожжам активироваться. И вот сейчас делаем углубление. У нас уже сейчас дрожжи готовы. И будем замешивать тесто. Посмотрите, какая пенка образовалась. Мы можем продолжать готовить тесто. То есть наши дрожжи хороши. Вливаем все в муку. Вода у нас теплая, поэтому для дрожжей самая приятная температура. Где-то 35 градусов. Сюда же добавляю оливковое масло 70 мл. Я установила на весы и смотрю. И начинаю месить тесто. Если я делаю тонкую пиццу на тонком тесте, то я немножко муки больше добавляю. Если я хочу, чтобы у меня получилась прям настоящая итальянская пицца, пористая, красивая, или если я готовлю фокаччу, итальянский хлеб знаменитый, либо чиабатту, конечно, тогда я воды беру больше. Тогда я беру 700 мл воды. И тесто выгуливаю. Я сейчас буду вам рассказывать, как я это делаю. Очень мне нравится этот процесс. Тесто получается изумительное. Желательно для такого хлеба, либо для пиццы брать сильную муку, где содержание белка от 10 и выше. Если хотите, чтобы процесс пошел лучше, немного оливкового масла на рабочую поверхность, и нам тесто нужно хотя бы минутки 5 вымесить. Вот такими похлопывающими движениями, вот так вот мы замешиваем тесто. Вот так минутки 5. Отбивающими движениями тесто отбиваем. Если вы не хотите заниматься вымешиванием теста, вы можете дольше на расстойку оставить тесто и шпателем через каждые полчаса в течение 2 часов просто вот так вот собирать тесто, скручивать его. Клейковина уже, видите, раскрывается. В принципе, тесто уже готово для расстойки. Немного оливкового масла на шпатель и собираем тесто. Ни в коем случае муку не добавляем. Тесто изумительное. Оно еще расстоится, так сильно прилипать не будет. Вот это вот идеально тесто, посмотрите. Идеальное просто для пиццы. Если сильно прилипает, немножко еще растительного масла. И так, чтобы удобно было. Я сейчас руки смажу растительным маслом и будем выкладывать в миску. На руки тоже немного оливкового масла. В принципе, вы можете в тесто добавить, вот так собираем,
Тогда оно не прилипает. В тесто можете добавить 60 мл, а вот 10 вам уже на то, чтобы руки смазать. Все готово. В емкость обязательно тоже немного растительного масла. И отправляем сюда тесто. Складываем его. Лицевую часть тоже. Тесто просто посмотрите какое. Это не тесто, это песня. Вот так 3-4 раза просто его складываем. Все готово. Накрываем либо крышкой, либо полотенцем, либо пленкой и оставляем на 30 минут. Потом будем обминать. А сейчас нам нужно будет отварить, то есть куриную грудку. Здесь у меня 300 грамм, даже 350. Но я на 3 пиццы. Вам на одну пиццу нужно где-то 100 грамм, либо 150. Сюда же добавляю 1 листочек лаврушку, несколько вот так горошком перец. И сюда же добавляю воду, так, чтобы едва покрыла. А также добавляю соли, 1 чайную ложку. Сначала на большой огонь, когда поднимется пенка, снимаем пенку, потом на огонь чуть ниже среднего и варим 20-25 минут. Руки смачиваем водой. Посмотрите, какое тесто. Просто изумительное. И вот, что называется, мы сейчас его выгуливаем, смачиваем водой и снова собираем. И вот так 3-4 часа. Между прочим, каждые полчасика выгуливаем тесто. Грудка у нас готова. И сейчас мы вот на такие волокна делим. Грудку я варила минут 20, чтобы она слишком сухой не была. Кто-то готовит ее на пластинке. Мне нравится именно вот так. Пока у нас тесто отдыхает, мы подготовим начинку. Начинка у нас это будет курица, филе курицы, ананасы и колбаса. Либо ветчина, либо колбаса. Ну, я ветчину не использую. С полукопченой колбасой будем готовить. Вот так на волокна. Куриная грудка получилась пряная, очень приятная, вкусная. Пахнет очень ароматно. В принципе, уже сюда можно не добавлять никакие специи. Но я немножко буду добавлять красную паприку. Немножко черный молотый перец и немножко красной паприки. Очень вкусное сочетание. И все хорошо смешиваем. Если соли недостаточно, немножко можно присолить. У меня соли достаточно. Все готово. Баночку консервированных ананасов отправляем через дуршлаг. Пусть стекает сок. Тесто великолепно расстоялось. Посмотрите, какое оно прекрасное. Очень-очень нежное. И выкладываем на рабочую поверхность. Я подготовила противень, на котором будут растаиваться у нас кругляши. Посыпаем манкой. Манка отлично впитает влагу и получится очень вкусная корочка у пиццы. Немного на стол растительного масла. У меня одна пицца 500 грамм. Мы любим пышную пиццу. В 38 сантиметров в диаметре пицца получается, то вы можете взять 420 грамм. Тогда получается она на тонком тесте. Выкладываем один шарик, скрутили его. Вот так вот немножко подравниваю, чтобы место было растаиваться шариком. И сейчас сверху тоже манкой посыпаем, чтобы не прилипало. Еще дадим расстояться час. Третий я все-таки отдельно, так чтобы между собой не прилипли. Накрываем пленочкой и полотенцем. У нас уже все расстоялось, посмотрите как. Подпыляем мукой, там где прилипает. И забираем один кусочек теста. Хорошо подпыляем мукой. И выкладываем тесто.
И сейчас начинаем распределять, распластывать его. Растягиваем тесто аккуратно, чтобы не повредить его. Но даже если вдруг получится так, что немножко повредите, ничего страшного. Оно очень липкое тесто и прекрасно заклеится. Итак, у нас основание готово. Пицца получится большая. Стряхиваем, чтобы мука излишняя и манка отпала. Томатный соус 2-3 ложки тоненьким слоем. Как томатный соус готовите? Помидоры очищаете от кожуры на 5 минут. У плодоножки плюсик делаете ножом и 5 минут в кипяток. Очищаете от кожуры, обжариваете в оливковом масле до того момента, чтобы помидор стал мягким и выпарилась влага. Добавляете оливковое масло, добавляете чеснок, немножко сушеный базилик, либо орегано, и у вас томатный соус готов. Посыпаем орегано сушеным, либо сушеным базиликом, либо свежим базиликом. Посыпаем сверху немного, где-то 100 грамм сыра моцарелла. И сверху посыпаем куриную грудку щедро. И сейчас выкладываем сверху ананас произвольно. И посмотрите, как ярко, как красиво, а какое это вкусное сочетание. Вот лучше нарезать вот на такие небольшие кусочки. И резать удобно, и подавать, и очень вкусное сочетание. И сейчас выкладываем салями, полукопченую колбаску. И сверху еще посыпаем сыром. Сыр моцарелла. Оливковым маслом, вот такой зигзаг красивый. И отправляем в духовку. Выпекать будем 8-10 минут при 250 градусах по Цельсию, по Фаренгейту 500. Я буду выпекать на самом верхнем ярусе. Итак, дорогие друзья, пицца у нас получилась очень сочная, очень вкусная, необычный вкус и сочетание. Всем настоятельно рекомендую приготовить. Вы точно порадуете себя и своих любимых. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком, делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Пишите в комментариях, как получается у вас, что бы вы хотели со мной еще приготовить. Я вам буду очень признательна за обратную связь. Если еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь пока-пока. До новых встреч на канале «Вкусная еда с Хадиджей».